А здравствуй, мой дорогой зритель. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня у нас FEF симулятор American 80C прологуе. Да, что-то там. Симулятор американского вора из 80-х. Телевизор классный. Я прям люблю такие вещи. Вот, поэтому и решил, собственно, посмотреть. Значит, они такие говорят, что вот демо-версия не соответствует продукту. Что-то мне подсказывает, что это как бы переосмысление, скажем так, игры Симулятор вора, которая, да, вот на волне всех вот этих вот симуляторов бесконечных, которые сейчас безумно популярны, вышла. И, ну, к слову говоря, она неплоха, значит, и это, возможно, будет тоже. Мы тем временем загружаем профиль, не загружаем. А что, можно выйти? О! Заработало. Да, немножечко пришлось перезагрузить игру, тут чуть-чуть потыкаться. Ага, ну пусть будет как бы по классике. Окей, все. Очень страшно на самом деле было, когда игра такая сказала: а не создам я тебе просто загрузка. И я чувствую, как будто я включил первый Hotline в первый раз, знаете, вот те самые струночки души, ты такой смотришь. О, эти ВХС фильтры, эти старые шрифты, вот это все, хочется трогать монитор, хочется ударить матрицу, чтобы она вот так вот по краям потемнела, как на старых телеках, и создавала вот этот эффект выпуклости, округлости. Но не будем увлекаться подобными вещами, собственно. Ладно, как бы, да, загрузка. Это долго идет загрузка. С другой стороны, это демо-версия. С другой стороны, ну, как бы, мне кажется, что в тот момент, когда Divinity Original или Original, неважно, Сим грех, тот самый, да, вышел и сказали: вот альфа. И альфой была, собственно, первая глава игры, полностью сделанная, чтобы все полностью было хорошо. Жили как FPS, непонятно. Вот. Очень приятный саунд. Какая-то барышня. Коки Фрай. Знаешь, что мне тебе нравится? Ты умеешь оставлять себе кое-что. Попробуй продиктуй через балкон. Иди. Этот фал. Сейф будет в его комнате. Ты знаешь, что делать. А почему меня там нету? Я же только что... А, нет, я там был или не там? А зачем нам показали? Ладно. Ну просто вроде как я стоял около открытого автомата, но мне показали пустой закрытый автомат. И я так... Что? Ну так вот, и мне кажется, что на фоне оригинал Сина нужно было, собственно, всем теперь, все должны делать демки именно так, но все сказали: а нет, это был прецедент, мы не будем так делать. Ну и тем более, ладно уж, не будем придираться, потому что игра вроде как от инди-разработчиков, возможно, у них там есть какой-то издатель, который издает вот эти все симуляторы. Хотя, если пошариться по страничкам Steam, то всюду издатель разный, разработчик разный. Я одно время думал, что в принципе все это одни и те же люди. Хотя, может быть, это и есть одни и те же люди, которые просто зачем-то каждый раз создают новую страницу разработчиков Steam, что мне решительно непонятно. И выглядит сочно, смачно. FPS прыгают, какие-то рваные анимации, подвисания. Непонятно, что там происходит, почему у них полицейский потом уходит, а не просто охранник.
Возможно, мы вламываемся в какой-то полицейский участок, но вроде как это был какой-то модный дом. Может, это дом шефа полиции? Очень коррумпированного шефа полиции. Что за вот это вот фризы? Настройки. С чем это может быть связано? Связано это может быть, допустим, наверное, с настройками графики, которые почему-то ультра. Давайте просто будут высокие. Подтвердить не надо никогда, просто поменялось. Все равно есть какие-то фризы такие вот, ну, типа непонятно, в общем. Так, Space, лезем. А мы также Space и... О, можно прыгать! Эта игра объективно уже заслуживает оценку 10 из 10. Зеркала не работают. Обучение камере. Да, вы можете изменить камеру в любой момент по умолчанию V. Переключаем. Ну, типа, наверное, первое, третье лицо, да? Ну, как-то тенденции последних лет научили жизни от третьего лица. Хотя, наверное, более честно было бы играть от первого лица. С другой стороны, от третьего лица... ну ты вот так не сделаешь. Ой-ой-ой. Ладно, давайте играть от первого лица. Аутентичный симулятор же, как-никак. Симулятор Фефа. Я могу тут пошариться? Не могу. 15 дверей. Войдите и следуйте за охранником. Возьмите. Иконочка такой загруженности нашей. Ой, мы можем тут пошариться. Я, конечно, пойду и проследую за охранником. Но как бы обучение обучением, а дверь закрылась. А я предпочту вынести все. Он дальше не открывается, видимо, да? Кто вообще придумал такой неудобный шкаф? Что туда можно сложить, если он вот так вот продвигается или... Ага. Я спрячусь и подожду, пока он уйдет. Ладно. Пойду в шкаф. Шкаф так в шкаф. А как присесть? О, все, крадусь. Спрячьтесь. Спрятался. Охранник идет. Я всегда считал немножечко читерным вот эту вот механику подсвечивания гардов сквозь стены, как это присел, меня не слышно. Как это было в Payday. В Payday, мне кажется, первым делом это дело подвезли. Да, я гений вот этих вот словечек. Да почему-то все равно проскакивают какие-то маленькие статоры. С другой стороны, ну как бы демо-версия. Че я, собственно, тут бухчу? Как бы, да. Не все могут себе позволить делать игры хорошо сразу. Давайте будем честны. Многие люди, может быть, просто как бы у них нету отряда тестировщиков. F список действий. Отмычку. Автоматическую отмычку. Ладно. Автоматическая отмычка были 80. Так, ну он там стоит. Ну и пусть стоит. А мы заходим, собственно, сюда. Закрываем дверь. Дверь сама закрыта? Я хочу это украсть. А почему я не могу угнать украшения? Я могу ворвать какие-то сраные статуэтки, но не могу угнать украшения. Картина. Да, ну мужик явно, ну так сказать, портрет в собственной спальне. Возможно, чтобы настроиться нужным образом. На колени! Похоже, ты тетенький, видишь ли, это до Бэра. Держу пари, что путеводитель это не написано. Не волнуйся, я устрою тебе номер в лучшем отеле города. Кровь и бетон. Шейвуд, парень. Звучало страшно. Ну, меня подставили, получается, да. То есть какая-то тварь меня закрысила.
чтобы я пришел в дом мэра и меня там поймали. Что они явно сидели где-то у него под кроватью. Вы можете изменить камеру в любой момент по умолчанию V. Это мы знаем. А можно другие моменты обучения? Ля, сижу чисто отдыхаю. А чё, 80-й? Чисто отдыхаешь. Спит только изобрели, поэтому ты как бы особо не запариваешь. Да поймал полицейский с маленького городка? Гараж протокола не будет. Отель Sunrise, номер 2. Если ты сможешь прокрасться за одним из двух охранников. Справедливо. Я бы тоже, наверное, негодовал, будь я каким-то классным чуваком, что меня реднеки повязали. А почему так низко камера? Ну вот это вот умывальник. Типа низкий шканаль, прям вот на уровне лица, на уровне параша. Сервис отвратительный у вас в тюрьме, ребята. Список действий, используем ключ. Выглядело так, как будто использовал не ключ. Камеру-то закрой за собой. Ушла в стену чуть-чуть. Ну, бывает. Могу открыть эту камеру? Не могу. А ну, как бы, я же вор. Вор, конечно, должен сидеть в тюрьме, но если вор, как бы, самоучитель, взаимодействие. А ну-ка, Т. Взаимодействие. Когда вы поднимаете предмет, он будет отображаться на РТ, поэтому помните, что место ограничено. Ладно. Место ограничено. Живем кастрацию. Выглядит как портал в ад. Подкрадывайтесь в С. Когда вы подкрадываетесь, вы производите меньше шума, вас сложнее обнаружить. Но это я уже и сам обнаружил. Как бы дверь-то закрой, мать твою. Что устроил-то? А ну-ка. Ладно. Я не против того, что двери открываются в обе стороны, но, блин, было бы круто, если бы они открывались в одну сторону. Возможно, это добавило бы челленджа, хотя, возможно, и без этого. А почему, когда я присел, я как бы, ну, не знаю, как будто просто голову наклонил. Типа такой, вжался, скукожился. Не открыть. Ладно. Черт, все это, что это в полицейском участке устроил, так сказать. Просто сваливаем отсюда и все, а потом уже мы будем, если мне дадут такую возможность, я вернусь сюда. Я обчищу. Ключ отделения полиции. Это очень мило меня как бы это туда-сюда делает. Опа. F. Ломайте сейф. Не умею взломать сейфы. Да, хреновый вор. Чё я в рюкзаке нет с собой отмычки? Так, ладно. Чё из хранилища улик нельзя угнать? Как-то это грустно. Что вот это вот за значочек такой? Как будто бы, я не знаю. О, слушай, а возможно этот ключ даст мне доступ. Другие комнаты не даст доступ. Ну не очень-то и хотелось. Нет, хотелось. Конечно, хотелось. Ну как бы. Ну на нет, сюда нет. Что это за. Это, наверное. Я не понимаю. Какие громкие водопады. Городок-то вроде провинциальный, а какой-то очень живенький. Молоток? Молоток. Я понимаю, вот этот взлом. Не, ну справедливости ради, да, как бы наружный замок навесной это сбить можно. Я ничего не говорю. Ну, как бы того самого-то, да, надо не забывать. Мы тут под фонарем гуляем, мне нормально. У них что, нету окон во двор? Как бы на парковку. Нету окон во двор на парковку. У меня такое ощущение, что поезжайте на автобусе. Ладно, поедем на автобусе. А если я хочу угнать их машину? Я не могу угнать их машину. Даже функции там, взаимодействия никакого нет. Ладно, идите к автобусной остановке и поезжайте в мотель. Но получается, что едем в мотель. По-моему, зря я все-таки крадусь. Но раз уж я могу, почему бы и не краситься? Давайте закроем за собой, как будто, ну, как бы, все так и было.
окошко одно у него сюда выходит. Давайте встанем уже. Все, мы уже не в незаконной зоне уже. Ну, вот это не очень. Не надо мне вот этого. Давай не будем. Все, просто сбежал из полиции и на автобусе еду. Автобус. И автобусной остановки поезжайте в мотель. Проверьте. Быстрое путешествие. Хотите отправиться за 0? Да, за 0. Конечно. Ну, бесплатные автобусы. Был сервис. Жили люди. Вот 80... Сейчас 24 рубля. Ну, у меня в городе. Уже, наверное, не 24, но все же. Ужас. Что творит? По-моему, меня туда же привез, когда я уехал, нет? Типа, по-моему, то место выглядело так же. Ну ладно, нет, там шоссе, не горы. Ну, типа, окей. Да что это такое было? Остановись. Не надо так делать. Не надо так делать. Я вижу, как кассеты прогружаются прям вот в телефоне. Проверьте. Что проверить? Чаптер 0. Давайте сохраним игру. Сюнсет Мотел. Отель, ну, так, номер 2. А я хочу зайти, допустим, там, поговорить. Все в порядке, приятель? Какой-то я недружелюбный. Даже не ответил. Мне как бы не дали. Я хотел. Что смотришь? Братан, у тебя изображение зависло. Ну, ты тоже не особо общительный, судя по всему. Ладно. Идем, идем отсюда, идем отсюда, идем отсюда. Спрячьтесь. А можно без этого? Я вроде как не... Как звали того копа из такси, Дамьен, который постоянно прятался в помойках. Ну, так сказать, стечение обстоятельств приводили его в подобные места. Назовем это так. Звоночек. Все, да, я тебе говорю, прям все, Hotline Miami. Сейчас я беру трубку. Ты по-прежнему был в деле, но ты не можешь пробраться туда еще раз. Тебе нужно будет хорошо подготовиться. Полицейский забрали твою машину на штрафстоянку. Забери ее и поезжай в бар 66. Поговори со Стексом. Он сведет тебя с нужными людьми. Ладно. Почему не 69? Все, утро, мы как бы поспали. Там в душ надо сходить. Не надо, видимо, уже сам сходил. Дверь-то закрой. Список действий. Что это такое? Сменить инвентарь. Понял. Ничего не могу сменить. Это что такое? Сейчас открываю дверь, а там коробка и в ней маска петуха. Ричард, здравствуйте. Не здравствуйте. Ну, как бы... Что уж тут. Оба. Что это такое? Проверьте. Проверь. Отвезти на эвакуаторе. Машина. $14. Нет у меня таких денег. Я нищий. Хотя, в смысле нищий? Я угнал 3 статуэтки. Они должны были остаться у меня в инвентаре. Почему они не остались у меня в инвентаре? Я все понимаю, там мэр города, все дела, но как бы улики это улики. Ну, то есть, типа, это было так просто. А даже охранника никакого нету, да? Хотя пирожочек какой-нибудь поставили бы, чтобы он стоял. Так, вот он вход. Нашел. Окей. Включаем ворота. Открыли ворота. Я... Тоже можно найти необходимую парковку. Поезжайте. Ну, поехали. Откройте ворота и поезжайте в бар 66. Кстати... Так. Да, самоучитель вождения автомобиля. Сядьте в автомобиль, выделите дверь и выполняйте действия. Отлично. А где бар? Бар-то где? Бар, ага, вон, вижу отметку на карте. Окей. А что я могу сказать? Управление автомобилем. Подождите. Я готов пожертвовать качеством графики. Она тут и так, как бы, дорога помазанная чем-то непонятным. Но лишь бы не было вот этого вот этого вот. Ну, кстати, текстурки дороги подгрузились, пока мы
собственно, снижали все это дело. Так, бар 66. Управление машинами прям киберпанк. Чувствуешь эту вот киберпанковость. Как бы там ретро-футуризм, тут просто ретро, но прям киберпанк. За что эти фризы? От чего они зависят? Что здесь? Что не так-то? Сначала игра запускаться не хотела, теперь подфриживаем. Мне это не устраивает. Все, пришел. Джек, это пойдет по твоему взгляду. У тебя на лице написано, что ты ищешь Стекса. Да, я знаю, кто тебя прислал. Дело вот в чем. Мне нужен вор. Самый лучший, не бомж. Каждый раз пытаюсь из чернохода. Послушай, где тебя работенка? Кто-то с дерьмом где-то мозгов украл в кемпинге мой мотоцикл. Это Чоппер. Иди, верни во мне. Постарайся не словить пулю. Потому что мне не нужен дырявый Чоппер. И дырявый вор. Тут сидит мужик, вон он мусор, посмотри, у него звездочка над головой. А ты такие вещи обсуждаешь. Ля какая, сильная независимая. Что будете? Будете что-нибудь выпить? $0. Я понял. Дед. Как дела? А я грубиян. Ну, вор, как бы, да? Вор как бы не обязательно человек высоких моральных нравов. Я быдло в своем роде. Ковальский! Что ты хочешь? Чтобы палец от меня отстала. Это, дружище, просто заплати, все дела называют налогом, так глупость. Окей, у этого деда может писать мусор. Мне нужна информация. Ты ничего не продаешь. Ты зачем ты тут сидишь? Чоппер. Чувак, типа, ты там сидишь втроем. Вы там, тут 3 байка. По-моему, один из них точно твой. Что-то мне кажется, что я зря как бы сейчас буду куда-то там ехать. Ой, подождите, я могу просто войти, отлично, без списка действий. Прекрасно, прекрасно. 75 красненьким помечено. Это максимальная скорость моего автомобиля? Или это... Понял. Максимальная скорость моего автомобиля 60. А почему 75 красненькая? Трейлерный парк. 75, видимо, красненькая, потому что, не знаю, если она вдруг разгонится до этих пределов, то машина взорвется. Что там? Я не успел. Что? Почему мне раньше предлагали, а теперь просто сунули это в лицо? Вроде ускоряет ход времени. Прекрасно. Если не припарковано на стоянке, в укромном месте, в машинах тоже можно спать. Так, значит, планируйте ограбление с учетом распорядка дня жителей. Хорошо. Ответьте, Джо. Мне не дали прочитать. Вылезла подсказка о том, как нужно спать. Где до этого мне подсказки... Вот так вылезали подсказки. Почему? Ладно. Можете позовет полицию, если... Или даже попытаться держать вас. Избегать их любой ценой. Вы можете их отмечать, чтобы знать, когда они дома, а когда отсутствуют. Помечать. Это что, постол? Как пометить? Это же феф-симулятор. Я думал феф-симулятор, а не постол. Приблизь. Ага, окей. А как пометить? Могу через забор? О, вижу, пометил. Все, просто. Подождите до полуночи. Спите в машине на парковке. Окей. Просто идем спать. Вот это что за... Это Дейз? Дейзи, так сказать. Так, залез в машину. Список действий. Поспите. Так, текущее. Настройте текущее. Как это работает? А почему? А почему теперь тыкается? Полночь. Полдень.
А, это полдень. А, ну да. Ну как бы полночь. Полночь. Поспите, поспим. Закрыть. Дадите теплую одежду, переоденьтесь по ошибке. Откройте. Закройте. Закрой! Ну как? Там что-то есть? Список действий. Инвентарь. О, магад. Ну, как бы... ну я просто типа выбрал и все, да? И я теперь... Ля какой. Да, я просто байкер. Проходите через забор сзади. А мне же сказали, что там, типа... Не только через... Этот забор спереди. Задний вход трейлера. Решаю, здесь я должен что-то украсть. А почему я следил за мужиком в том доме, который вот за этим, если мне нужно в этот? А смысл? Чё, кеды угнать? Ха-ха, могу угнать кеды. Ха-ха, могу угнать кеды. А посуду могу? Что это? Кассеты. На черном рынке продадим пиратские копии звуков живой природы. Деньги. Воровать деньги лучше всего. Меньше всего геморроя, мне кажется. Вот этот шкафчик. Крупа. Вы знаете, лучше с гречкой? Я бы открыл. Я вот не знаю, но все говорят, что дорого. Да, господи. Откройте. Да. Остановись. Ты можешь попадать. Возьми. Проигрывайте. А я же чоппер должен был угнать. Разве нет? Разве не чоппер? А выключить можно? Нельзя. Ну, плеер. Проверьте контейнер Джо Боба. Давайте тут тоже как бы бабки подрежем. Кто, конечно, складывает бабки на краю ванной, непонятно. Я бы, допустим, прятал деньги вот в бачок. А там нельзя посмотреть. Ну и ладно. Ну я типа, короче, просто заодно, да, просто решил приколоться. Ну, типа такой, сижу и думаю, а чё бы мне, сука? А как туда попасть? А могу? Не могу. А я могу? А почему я не могу? Идеально. Что идеально? Ну, типа идеально обчистил тот дом. Окей, я понял. Кажется, просто настоящий герой идут в обход. Может, ты куда-то ушел? Уходи, блядь. Ты тут, блядь, мне не это? Ты тут это? Уходи. Ты сел, сиди. Че не сидишь-то? Сиди. Нормально сидел? Вот и сиди. А вот оно как все. Ну я просто иду. Я просто иду, получается, вот так вот. Иду вот. Твою-то мать. Надеюсь, он не пойдет ничего проверять. Ля, он крыса, он разобрал его на запчасти, чтобы его не Скажи, так взял разобрать запчасти. Ладно, скажем, кстати, все, мотоцикл разобраны запчасти. Ну а заодно, пожалуй, угоним кассетки. А может что-то, ну тут есть, там, не знаю. Еще можно украсть? Я вор, воровать пришел. А воровать мне не дают. Нечего. Мотоцикл разобрали. Все как бы это. Туда-сюда. То все этого самого. Оба, посмотрите, открытые. Мне еще немножечко места в инвентаре. Я тут подумал, говорю я. Сковородку украду. Неповадно вам всем было. Что это? Чайник. А как определить его стоимость? Можно посмотреть, сколько он стоит.
Что если чайник стоит дороже сковородки? Хотя, по-моему, сковородка более нужная вещь в хозяйстве, поэтому лучше я угоню сковородку. Как бы сковородкой всегда сыт будешь, там вот это вот все. Могу, допустим, я через главные ворота взять и выйти просто-напросто. Ну, не хочется мне вот обратно на этого мужика идти. Конечно. Раскатал. Чё тебе не сидится, чувак? У тебя что, геморрой? Чё ты? Все хвост свой перекладывает постоянно. Встал посидеть на этом месте, на том. Что делать не? Иди работай. Работай, иди. Правильно, иди. Да господи ж ты, боже мой. Хватит. Реально? Что не так с ним? Почему он посидел на одном краю скамейки, на другом? Он это не видит, у меня, блин, стресс. А чё вот, типа, везде колючая проволока, и вот тут поставили обычный забор. Как бы я ничего, конечно, не это, не того, да плохо. А чё плохо-то? Байк не угнала. А почему было S и D? Вот как бы два сразу. Я рядом. Ой-ой-ой. А я могу сломать забор? Не сломал. Ну и ладно. Ну не ломается и не ломается. Ну что, обидно, думаете? Нет, мне не обидно. Так, получается, мы возвращаемся обратно в этот вот 66 бар. Опять мы ловим какие-то непонятные абсолютно статоры. Опять мы вот так вот заезжаем на парковочку, паркуемся красиво, правильно паркуемся. Ну почти. Ой, все, не хочу. Вот эти ваши приколы. Приблизить. О, можно бегать, можно. Чисто мини так мало. Я вор, я должен быть физически подкован, чтобы там мог подтянуться, не знаю, там одышки не было от того, что пукнул. Стек, где мой мотоцикл? Говорить. Как дела? Не понял. Бар 66. Вышел. И чё ты? Я просто выгляжу как вор. Вон оно чё. А я-то как-то и не подумал. Ладно. Все. Обычный парень. Обычный паренек такой. Паренек-зумерок. Все. Нет претензий. Нет, никто меня ни в чем не может заподозрить. Стекс. Подождите. А чё, почему я в параше? Kitchen Stuff Only. Ого, с Барби 100 лет. А в смысле? Подожди. Так, Стекс, подожди. У нас тут исследовательская миссия. Важная, очень исследовательская, очень миссия. Так. В смысле, даже деревенской нет. Окно заделано. Ага. Да. Что постоянно вот это вот происходит? Зачем? Да зачем? А вот я сейчас задумался, существует же ведь модная функция, которая делает трансляцию текстур. Трансляцию нету. Кстати, отражение можно включить. Полное затемнение. Весь прям туда-сюда, да. Ну да ладно. Ну как бы да, демо-версия. Я думаю, что полная хорошо, этих приколов не будет. И, собственно, Стекс, у тебя нету параши, братан. Как дела? Для плохие новости, твой мотоцикл разобрали до запчасти. Бар 66.5. Вот сволочи, ну ладно, если могу вернуть мой мотоцикл, я хочу справедливости. Конечно. Иди туда и укради для меня что-нибудь, это должно покрыть стоимость моего мотоцикла.
Да, а если сломай там что-нибудь. Ладно. Репутация. 5 репутаций, бар 66. Драгоценности в ломбарде. Драгоценности в ломбарде. Собственно, ломбард. Вот что, как удобно. Silver coin. Серебряная монетка. Buy, sell, trade. Ломбарды. Продажа краденого — это лучший способ заработать деньги. Не забывайте иногда заходить в ломбард. Я помню. Такое разве забудешь? Че сидим? Давай поговорим. Ну как ты, да? Закончите. Да почему я такой невежливый сегодня? Да чтобы я? Да вот. Проклятые невидимые стены. Ты что за кибербуллинг? Кибербуллинг, киберпанк. Кто-то угнал газонокосилку и продал. А где нахер газонокосилка в горах? Мне кажется, тут не существует газона. Окно? Ну то есть оно вместе с закладной? Я правильно понимаю? Или это такие наличники? Типа облицовочка. Либо, тут текстура бетона явно видна. Вместе с закладной кто-то выдрал, сдал в ломбард окно. Я понимаю, местные совсем мне вообще не парятся. Братан. Что ты так купить или просто присматриваешься? Хочешь что-то продать? Не хочу тебя ничего покупать. Я тебе продаю кроссовки, кассеты, сковородка. 5 баксов, 6 баксов, сковородка. Что, бизнес делаем? Проигрыватель 15, альбом для эскила. А по-моему, это детская игрушка, которая там с магнитиком, нет? И стружкой. Разве не она? Ладно. Так, молоток. Ломайте простой замок. Давайте, почему нет? Купим молоток. Но если замки сбивать надо. Эти детали от мотоцикла и с контейнера. Собственно, мы правильно, мы едем туда. Мы садимся в машину. Вот так вот откатываемся. Мы уже примерно понимаем, что вот где-то здесь я сбил человека. Это, наверное, плохо. Никто не обратил внимания, да и ладно. Красненький, ребят. Выглядит плохо. Это тот самый мужик с геморроем. Уже покраснел. Братан, это плохо, надо к врачу сходить. Хвосты надолго запускать нельзя, а то будет неприятно будет. Так, дверь, детали мотоцикла. Мы, собственно, знаем, что у нас... Я видел, тут кто-то ходит. Инструменты взаимодействия Е. Да, окей, это мы уже поняли. Давай вот. А как тебя спалить? Это ты и есть. Это ты и есть тот самый мужик, которого мы там, увидели в окне. Давай, список действий. Поспим. Собственно, до полуночи поспим. Я не уверен, правильно ли я поспал. Зелененький. То есть там кто-то есть. Ладно, список действий. Использовать молоток. Ага, подожди. Отвалился. Никто не слышал? Никто не слышал, значит. Дверь закрой. Закрыл. Так. Вот мы, собственно, и на месте. Детали мотоцикла. Большие предметы. Большие предметы — это то, что мы, значит... Только в ручках. Только в ручках. А я могу, допустим? Присесть не могу. Ладно. Не, я не хочу с этим сейчас таскаться. Но я хочу еще обнести его хату. Я, собственно, беру
деталям от мотоцикла, багажника отвезите их к Стексу. Одежда, чтобы прокрадываться, необходима одежда для ночных ограблений. Ну, что я могу сказать? Так, мы сейчас. Не надо таких, плохо. Сейчас все будет хорошо. Не это. Несем, подожди, несем. Стой. Мы сейчас вернемся. И будет хорошо. Открой багажник. Господи, что, боже мой. Вставьте. Вставил. Закрыл. Да? Да выйди ты из машины. Это, конечно, немножко муторная тема с тем, что нужно переодеться, чтобы быть как бы классно. Ну, вообще, с другой стороны, как бы логично. Да? Во-первых, вот эта вот темная одежда во тьме хуже видна, а во-вторых, там чайник я не украл. Мы идем за чайником. Не, ну жить там на что надо. Я понимаю, что я воровал статуэтки, там, в дом мэра вломился, но сейчас-то этого всего нету. Прошла лафа. Воруем чайник. Воруем чайник. Украли чайник. Украли, собственно, чайник. Идем сюда. Идем. Воруем деньги. Где вход в его дом? А как выйти? Жить терраса и без двери. То есть ты вот с тарелкой херачишь вокруг дома, чтобы там посидеть, поесть? Что, дурак? Что, дурак? Почему проблема сделать вот дверь? Ты, блин, в трейлере живешь. И чё ты стоишь тут? Ладно, стой. Чувак, ночь на дворе. Пойди поспи, а? Опять сидит, в стену пялит. У одного хвост, второго бессонница. Это нездоровый городишко, вы бы там, не знаю, санэкспекцию, что ли, там вызвали, проверить город, там, на всякие приколы. Потому что ничего, это ненормально у вас тут все. Ненормально. Я не знаю, зачем я это сделал, но я могу. Мне нравится. Чайник. Да плохо. Да пошел ты, плохо ему. Все, не разговаривай со мной. Плохо. Что значит плохо? Плохо это когда... Это вот как у них плохо. А у меня хорошо. У меня есть чайник, детали от мотоцикла. Подождите, а он меня еще просил что-то там сломать. Где вот эта вот зона подгрузки локации? Где-то здесь была. Хотя я, видимо, удачно ее проехал. Так. Ой, да насрать, вон чувак вообще на 1,5 места припарковался. Че я парю? Сменить инвентарь. Конечно же, я не сменю. А ну-ка, посмотрим, сколько стоит чайник и оправданы ли были риски со сковородкой. Хочешь купить? Да. 12 бачей! Сковородка, это же нужная вещь в хозяйстве. Чайник-то тебе нахера вот этот заварник за 12? Какой дурак это вообще придумал? Сковородкой можно обороняться. Можно с нее жрать, можно на ней готовить. 3 в одном. Аэродинамика у нее еще хорошая, плюс ко всему. А чайник что? Заварил чай, поставил, стоит, все. Пить из кружки надо. Не понимаю людей. Как дела? Да что не так? Детали мотоцикла, точно. Ну берем. Он просил меня там еще что-то сломать, но как-то я вроде как и не мог. А мне вроде как и ничего не сказать. Да подожди, а багажник закрыть? Еще украдут что ли? А украсть у вора это вам не это. Это надо уметь. Кажется, что вот как бы самые подозрительные в плане обезопасивания себя и своих вот этих штук люди должны быть, ну, воры.
Потому что они-то знают, что как и где украсть, если вдруг что. Поставил. Дед, забирай. Как дела? Где твои вещи? Я слышал о том, что ты это обустроил. Мне это нравится, это хорошо. Поэтому давай вместе шурбать, тетка. Видишь, я беспокоюсь, что власти получат деньги из-за угрозы русских ракет. Или еще какого-то дерьма. Поэтому я хочу вложиться в редкие пластинки. Ай. Пластинки. Редкие. Проблема в том, что самых лучших нет в продаже. Говорится, типа лучше из Добер 701 до Сидер Драйв. Только на этот раз ничего там дела бай. Ладно, не буду. Не буду. А что? А кто это? Что ты сделал? Это сильная женщина. Ну явно не дед. Во-первых, он вроде чок, не согнувшийся. А во-вторых, он как бы это... Ну, дед. Так, дом 701, что-то там вот Сердар Драйв. Какие-то татарские имена поехали. Ой-ой-ой. Не повезло, не повезло. Так, ну в принципе, мы что делаем? Вот так вот объезжаем, проезжаем на штрафстоянки, нас видят и говорят: ах ты, сука. А ну верни машину. А ну быстро верну машину. Что это? Вот что это такое? Да кто это делает? Зачем? Не, ну как бы я... Ладно. Я поехал. А где есть стоянка? На штрафстоянке припарковаться. Охереть, дурачок, машину угнал и вернул. Давайте, а почему нет? Не, ну стоянка. Чем не стоянка? Стоянка. А на машину свою не могу залезть. Не, ну нам как бы нужно машину припарковать, как сказали. Чтобы там спать, если вдруг что случится. На парковку. А почему я не могу отсюда зайти? Вообще логично, конечно, но я бы перелез, допустим, если бы мне нужно было. Это считается парковкой, скажите мне? Список действий. Поспите. Нет, не считается парковкой. А что такие вот? Ей-богу. Как машины эвакуировать сюда, так это здрасте. А когда человеку поспать, так нет. Мы не хотим. Просто все равно никого нету. О, парковка. Парковка. Собственно, музыкальный магазин. А почему не в музыкальном магазине, кстати, эти? Подожди. Получается, что показалось. Ладно. Так, ну, я думаю, что... нужно пойти посмотреть на деда. Посмотреть на того деда. И... где отображается текущее время? Вон он. Все, хорошо. Мы смотрим на деда. Приближаемся. Томас. Слушай, мужик. Ну ты как бы снаружи. А мне это внутрь надо. Ты тут один? Как бы просто как бы если ты тут один живешь, ну посиди, пожалуйста, на лужайке, слушай. Список действий. Используйте фомку. Нету фомки. Почему фомки нету? Вообще упор. Список действий. Молоток. Не слышу. Это дятлы. Я один из них. Ты чё устроил? Ты чё тут творишь? А ну сядь. Пойди сядь. Пойди и быстро сядь обратно на лавочку. Разбойник. Дед, ты чё? Еду воровать можно? А я бы своровал. И захотел. Подсказка.
Ты позвонишь в полицию, или даже когда... Да, я это уже читал. Еще один чайник. Stop right there. А нормально так, дед, как бы... А чего? А он меня типа услышал? Или что? Я не понял. Сейчас вообще не понял. Некоторые будут пытаться вас задержать, нажмите кнопку использовать как можно быстрее, чтобы защищаться. Каждая стычка будет изматывать вас больше и больше. Если ваше истощение достигнет 100%, вы проиграете. Я уже понял. Это я уже ощутил. Дед уломал. Я вообще... Что это за вор такой? Тебя подставили. Какие-то вообще мутные люди сказали, иди работай на деда в баре. Чтобы я украл ему мотоцикл, который разобрали, теперь пластинки, и меня другой дед в нокаут отправил. Справедливости ради красиво было. Как бы с качественным, так сказать, видеосопровождением. Кажется, автосейв не загрузится. Ну, выглядит так, как будто бы да. А нет. А вот и нет. А вот и загрузился. О, как неожиданно и приятно. А автосейв, собственно, когда произошел? Никто не скажет? Кто-нибудь мне это расскажет? Пожалуйста. 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 Пожожда. Пожожда. Ну а чё ты устроил тут мне? Ну, может быть, ты загрузил? Ну, как бы, все понимаю, демо-версия. Но демо-версия была названа пролог. Пролог. Типа что, как бы, уже готовый пролог. Пролог. Там было написано не демо, там было написано прологуе. 4 виниловых пластинки из дома 701. Дед. Томас. Томас Крыльцо. Томас Крыльцо. А есть какой-нибудь, не знаю, как? Что это было? R. Что это? Кнопки. Т. По переборам. Недобором. Не добрали. Ну ладно. А я могу сохраниться, допустим, типа в любой момент? Не могу. Владение. О, как пафосно. А я вот такой хожу, тут хожу, громко шумлю. Дед стоит. Дед идет. Дед встал. Так, ну, в общем, что мы? Мы точно знаем, что мы сейчас используем молоток. Деду вообще пофиг, что мы используем молоток. Вот мини-игры с молотком. Ручка красиво отлетает. Мы воруем чайник. Мы воруем деньги. И мы, допустим, идем сразу сюда. Воруем винил раз, проигрыватель 2, деньги, кассеты, деньги. Окно можно открыть изнутри? Откройте, открыть. Так. Томас кухня. Томас идет на кухню. Надеюсь, что не в спальню. Одна украдена. Они такие редкие, что он их бросает на пол. Никакого уважения к музыке, к искусству. Никакого. Кокого. Никакого. Ну то есть для тебя лежат вот здесь. Отвезите пластинки с тексту. Предположим. А как окно закрыть? Закрыть как? Окно. Я бы, допустим, хотел
Еще, ну там... По кухне пошариться. Сковородку украсть. Господи, боже мой, сковородка вообще-то, блин, $5 стоит. Знаете, что такое доллар? Жители. Жители позвонят в полицию. Да знают. Стукачи эти ваши жители. Шкаф. Можно спрятаться. Еще одна спальня. Ля, нехило так дед живет. Ты чё, вышел сюда, что ли? Нет. Куда-то ты пошел. Вопрос, куда? Я услышал, как дверь клацнула. Может, в спальню? Сейчас он обнаружит, что там не хватает пластиночек. А чё? Ну, давайте так вот визуально оценим. Там ничего нет. Фотография. Проигрыватель. А очень хотелось бы на самом деле угнать проигрыватель. Так, хорошо. Допустим, так, дед на кухне. А чем ты там щелкал, класс? Хочу угнать газонокосилку. Почему не могу угнать газонокосилку? Хочется очень. Я вот понял, что я не обшарил тот комод. Так вот отходишь, и видно, что в нем. Опять дверь клацает. Что творит? Что там творит? Опять клацнула, собственно, дверь. Дед, все, да, ушел с кухни. А дед, ну что тебе там надо на этой твоей кухне? А как подсветить его? Так, ты что-то это мне не это, а? И не то. А вот тут уже будет... О, законно. Тут уже будет законно. Стоит. Вот старый хрыч. Ладно, я что думаю? Я думаю, что, собственно, ну, как бы, пошли в машину. Почему ты вот... А? Чё я парюсь, строю, там, что-то хочу. О, сколько опыта. Опытный я. Идеально. Проигрыватель не вынес, значит, не идеально. Не идеально. Опыт и уровни, самоучитель. А кража предметов дает вам опыт. Перейдя на новый уровень, вы можете тратить очки навыка на улучшение, собственно, навыков. Окей. Вот это вот какой-то... Да, господи. Вот это какой-то короткий путь. Как... Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть днище стесал. Ага, ну то есть так мы, в принципе, могли проехать и как бы, ну, при этом не нарушая ничего там туда-сюда. Да? Границы ничьих, собственно, участков не нарушая. Слушай, а я могу вот, ну, как бы, просто взять и продать эти пластинки? Да, купить, конечно, купить, ага, размечтался. А, не могу продать пластинки. Так, ну, тогда мы продаем все, то, что мы вынесли. Осветить предметы ночью. Место инвентаря. Ну, давайте освещать предметы ночью будем. Фонарик нужно. Фомку продай мне. Фомка у тебя есть? Есть молотки. Ключи, пилы. Фомки нету. Мужик, фомка нужна. Что нам тебе? Запила вижу. Что-то скрипка. А фомки нет. Есть магазин с инструментами. Не хочу в ломбарде фомку покупать. Фуга она краденая. Том владелец узнает ее по там, не знаю, характерным. Господи. Ладно. Какой-то мужик выступает очень, да, так сказать, душевно. Все рады, всем он нравится. Твою мать, а за что?
За что мои уши, за что гитару? Что? Твою... это было больно. Ничего, я вышел. Зашел и вышел. Он просто играл под мои пластинки. Или он играл свои пластинки. Змеиный кулак. Как дела, кореш? Ну кореш что нет, дурак. Дебоши. Ломаешь все, ходишь. Как дела? Как дела? Вот так вот, да. Что это было? Живо успеет зажигать, то это здесь сделал. Я бы менеджер, у тебя есть для тебя задание. Ну, ногти крашеные. Окей. Идите в музыкальный магазин, возьмите новую гитару. Это должна быть бирюзовая Les Paul Smith. Только не испорти все дело, он очень родимый. Сходите и возьмите, то есть как бы не купите. Да? Нет, поговорите с менеджером музыкального магазина. Окей. Давайте поговорим. А почему нет? Я как бы... Иногда даже вор ведет дела честно. Так, а тут где-то был мой... если я вот так поеду, допустим. Так, господи, хватит. Женщина. Два по дорогам ходит. Как бы объезд, наверное. Но я предполагаю. Не ручаюсь, что это стопроцентная информация, но предполагаю. Рок-н-ролл. Получается рок-н-ролл какой-то. Мистер Муско. Мускел. Это тот самый, который... The Toiletnator. Сейчас. Кажется, разработчики... хотя, слушай, может, Мистер Мускул, как бы, это вообще не российского производства, да, вещь, скорее всего, чего-то там заграничного. Так, собственно, что мы тут делаем? Как тебя позвать-то? Мужик, это ты менеджер, да? Менеджер магазина. Что вам что-то нужно? Мне нужна гитара Les Paul Smith бирюзовая. Нет, извини, ничем не могу помочь. Нет, у меня вчера была, да, но какой-то парень сразу забрал, как только она появилась. Ты вот знаешь, конечно знаю, у меня есть записи, но я не могу ими поделиться бесплатно. Заплатите менеджеру или украдите список клиентов. А как? Ну что получается, ночью магазин, собственно, закрыт. С другой стороны, я же вор. Почему я должен делать честно что-то? А он не хочет? Он вообще-то он как бы и не должен. Но если он как бы не должен, но при этом не хочет, давайте до полуночи поспим, ну, наверняка. Кто вы знаете, спокойно закрываются. Так вот, но если он как бы не хочет и при этом, ну, если он не должен, но хочет только за деньги, то это же как бы... Че ты круглосуточно батрачишь, молодой? Че устроил? Я чё, я ничего. Не, ну раз уж дело на то пошло, то как бы список действий. Понял. А могу через забор? А зачем дверь? Непонятно. Я же могу через забор перелить. А потом... В смысле не могу? Ладно. Ну не могу, так не могу. Собственно, да. Собственно, список клиентов. Чё ты там ходишь как-то? Используйте ключ. А как? Вон, пойдем через крышу. Пойдем ходить через крышу. Интересное взаимодействие. Ведро, которое не пинается. Попал. Внутрь я попал. Что там устроил? Главное, сюда не войди, мне. Тебе тут делать нечего. Да, возьмем проигрыватель у тебя, раз уж ты такой человек не очень добросовестный.
то ну как бы не очень добросовестно мы с тобой поступим. Я Робин Гуд своего рода. Забираю у всех, отдаю себе. Как бы общение предприниматель, так сказать. Как в тех самых мемах. Ключи. Ключи. Использовать ключ. Я что? Взломщик, что ли? Нет. Честно, ключом открыто. Значит, не взломано, значит, сам ты это и украл. Сам ты у себя вор, получается. Самовор. Как самовар, только самовор. Так, список клиентов. Проверьте дом А703. Мне кажется, там просто было два меню выпадающих. Ну ладно. Стоп. Так, ну, дом 703, домом 703. А я предлагаю для начала подъехать к бару 66. 60. Жаль, не будет. Давай, отпрыгивай. О, отпрыгивай. Ну, нормально. А что я переживал, что сбивать, там не сбивать. Сами нормально прыгают. Да так тут как бы, да? Ну, тут-то как бы и как бы... Ну, сразу припарковал. Как встал? Душа меня просит стать так сегодня. Хочешь купить? Да, хочу продать. Смотри, я ей классные штуки привез, братан. 200 денег. Ну ты, да, нормально так припарился. Так, ну что получается? Идем в дом 703. 703 дом, идем, да. Дом идем, да, 700, собственно, 3, где тут местные жители. Дома 703. Никого нет. Если никого нет тут вообще. Опа. Как бы да. А как бы мне туда бы заглянуть? А могу? Я вот прыгать вроде могу. А могу я запрыгнуть? Не могу. Не могу. Как-то грустно, что я не могу. Стивен. Стивен, как бы да. Катсценка. Что? Нужен другой подход. Это дуже другой подход. Купите информацию у Ковальского. Идем. Мне не сложно. Я ж человек простой. Сказали, куплю. Поговорите. Что ты хочешь? Где нужна информация? Записка с наводкой 803. Давай сегодня. Давай купим. Все. Ага. Могу позволить себе. Так. Что-то как-то ролик уже идет час. Собственно, заканчиваться пролог и не собирается. Поэтому я думаю, что изучать пролог мы будем в двух частях. Первая часть получилась длиннющая такая. Ну да и ладно. Кому-то легко. Вам, наверное. Мне, наверное. Ну так, времена сейчас такие трудные. Вот. Поэтому, что я думаю, мы идем, где я? Мы идем, тут была телефонная будка. Вон она, телефонная будка. Мы идем в телефонную будку. Мы с вами сохраняемся. Сохраните игру. И завершаем на этом наше путешествие. Пока что. Вот. А с вами я хотел бы, да, вам что рассказать интересного. Что там в описании очень много интересных ссылочек. Вы там можете их покликать, поподписываться. Будет круто, очень прикольно.
Во-первых. Во-вторых, поставить лайк надо, подписаться, комментарий поставить. Иначе 80-е придут к тебе, дружочек. Если не подписан, конечно же. Вот. Также можешь нажать колокольчик, чтобы, ну, как бы знать о всех нововыходящих видео. И увидимся в следующей серии.